я могу с точностью сказать, что это измерение самое жуткое из всех тех, которые были когда-то в игре. Всем привет! И мне пришлось немного передвинуть дату Гурбокса, потому что два моих подписчика и вместе с этим фанатов этой игры написали мне в личку, дабы рассказать об одной находке. Изначально я подумал, что это очередной спам про Гурбокс, но что-то убедило меня поверить им и проверить то, о чем они говорили. Горбокс, обновление 1.15.9.11. Обе пасхалки связаны с измерениями, и дабы найти одно из измерений, нам, как и всегда, нужно спуститься на карте Legacy в бассейн. Причина, по которой это измерение трудно найти, кроется в следующем. Во-первых, это обманка в виде олдскульного достижения из темного измерения, а во-вторых, то, что нам нужно, находится не в трубе, а в стене прямо под пирсом в небольшой области, попасть в которую не так-то легко. Но давайте погрузимся в это измерение и узнаем, что оно в себе таит. Начало не самое лучшее. Помимо того, что нам большими буквами говорят бежать, мы также не можем пользоваться творческим режимом, а через время оказывается, что нас преследует какой-то монстр, позже благополучно убивая. Весь мир — это кровавая карта Legacy с очень жутким бэкграундом, где на каждом углу экрана мы встречаем надпись "I kept your fate", прими свою судьбу, и "What are you doing", что ты делаешь. О том, что вообще это за измерение и что это за монстр, подскажет Доки на своем канале по ссылке в описании. Ну а я, с вашего позволения, продолжу обзор. Позже подписчик рассказал мне, что здесь нужно собирать какие-то записки и пистолеты, что напомнило мне старую хоррор-игру Слендермен. Впрочем, мне все равно пришлось пройти самому это измерение, дабы понять, что нас ждет в самом конце. Начнем с того, что я не смог пройти ни с первого, ни со второго и даже не с третьего раза. Лишь потратив около 30 попыток, у меня удалось это сделать. Но что за записки? На самом деле это чертежи разрушителя реальностей. И вот первые три, на которые мне дал наводку подписчик. Первая находилась в пирсе, вторая в палатке и следующая в домике возле палатки. Позже подписчик скинул мне карту почти всех чертежей, за исключением одного, но думаю, последний я найду в процессе. Четвертый оказался в гараже, возле которого лежал наш первый пистолет. Как я понял, пистолеты замедляли монстра, но незначительно. Пятая была в снайперской вышке. Самые сложные, как я выяснил, оказались это чертеж из подвала и последнего этажа того же дома. Я очень много подыхал на этом месте, потому что думал, что спрыгнув с крыши, я сломаю ноги. Оказалось, что это не так. Да и вообще на протяжении всей игры монстр как-то себя неадекватно вел. Он телепортировался, быстро бегал. Также, если вы не знали, он должен был давать нам в начале фору, чтобы мы могли вылезти из бассейна, но иногда он просто терял интерес к NPC, который стоял на башне, что отвлекал его, или в принципе убивал его за пару секунд, из-за чего иногда мог просто телепортироваться к нам и убить. Но благо я выработал навык в борьбе с ним. После чего я пошел к предпоследней записке из лабиринта, в котором тоже очень легко остаться без головы. Ну и последний чертеж находился на самой вышке. Когда я подобрал его, появилось сообщение, что нам нужно скорее собрать пушку реальности на столе. Быстро собираем ее, находим наблюдателя и удаляем его. Фух, это было близко. Помимо достижения, у нас появилась возможность спавнить скин на обрез, который в свою очередь считается настолько мощным оружием, что сильнее самого сильного удара. Команда на обрез, как и инструкция, будет в описании, ну а я перехожу к следующему боссу. Если вы не смотрели мой последний обзор, то там я упомянул, что куда-то пропал Фил с карты Pillars. И по правде, если бы не этот мужик, я бы даже не понял о том, что боссов не один, а два. Итак, как известно, нам нужно зайти на карту Pillars и позже, как мне сказал подписчик, написать в чате команду Where are you, соблюдая заглавные буквы, палочку и вопросительный знак. Позже в чате появится сообщение прямо здесь, и нас перенесет в кровавую версию Pillars.
Поначалу все будет хорошо, мы будем иметь возможность летать, создавать предметы за исключением самых сильных бомб, и Фил, позже, как я выяснил, имеющий другое название Versicurse, будет стоять на своем привычном месте, но это продлится до тех пор, пока мы не нанесем ему урон. Позже возможность летать, как и неуязвимость, у нас куда-то пропадут, а сам Фил будет пытаться нас убить. Что же нам делать? Во-первых, скажу сразу, этот босс показался мне намного легче первого, хотя бы потому, что у нас есть возможность зареспауниться после смерти. Ну а во-вторых, это более-менее понятная цель, в которую входит убить Фила. Итак, о самом боссе. Фил будет постоянно скидывать на нас бомбы, фановых персонажей и пулеметчиков. Так же, как и Фил со старых версий, этот имеет очень много хп и большой урон. Но благо мы имеем возможность создавать предметы, хотя это не сильно сделало прохождение легким. Спустя 100 моих смертей и смертей невинных NPC, я наконец-то победил его. Бля. Как оказалось, у босса целых 2 стадии, и во второй он более активный, потому что я потратил больше всего времени во второй стадии, чем в первой. Возможно, вы спросите, почему я не использую супер удар Revengeance? Так вот, я не знаю почему, но этот удар наносил урон не только Филу, но и мне. Добавок мне приходилось следить за тем, чтобы Фил всегда лежал, и его пулеметчики и фанперсы не докучали мне. А для этого нужен разрушитель. Так что я выбрал более легкий путь, это засунуть Фила в грузовик, обложить бочками и взорвать. Потом я минут 15 искал его, чтобы добить, ведь осталось только полтела, и в конечном итоге эпично обменялся с ним смертью. Итак, после прохождения нам дают ачивку, а после выхода с карты также возможно заспавнить Versicurse или же Фила. Забавно, но они просто так могут начать драться друг с другом или напасть на игрока. И в принципе на этом все. Сюжетную часть расскажет Доки, на которого я оставлю ссылку в описании. Также спасибо Russian Dead за предоставленную информацию и за помощь в создании превью, Глебу за инфу о втором боссе и Психокиду за инфу о первом боссе. Если есть вопросы или предложения по видео, пишите в комментарии или мне в личное сообщение. Все полезные ссылки будут прикреплены под видео. Пока.